Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вместе с вами хочу полистать журнал «Креативное рукоделие». Когда-то я его собирала, правда, недолго, не все выпуски. Ну и давайте посмотрим, что у меня тут есть. Я в каком-то видео так бегло его полистала, но дело в том, что мне самой интересно. Я сейчас хочу так не спеша его полистать. Тогда давались то крючок, то какие-то, по-моему, спицы, папка давалась в подарок. Вот. Так что давайте с вами полистаем. Тут совершенно и вязание крючком, и да много чего здесь есть, насколько я помню. Это вот первый выпуск. Тут вот и про пошив одежды, и про вязание. Короче, много-много всего интересного. Второй выпуск. Но это я не помню, в какой последовательности, что я делала. Возможно, я просто сначала добавляла обложки. Абсолютно точно знаю, что я здесь одного листочка точно не хватает. Я его вложила в какой-то блокнот, но я его найду, потому что я не выбрасывала. Там вязание свитера, кофточки. И я себе несколько кофточек тогда связала, и, по-моему, даже до сих пор одна у меня вон там, в шкафу висит. Просто сейчас я в основном ношу спортивные костюмы, поэтому вот. А по тому примеру я связала несколько из разной пряжи. Там настолько просто, что даже новичок справится. Там кофточка с длинными рукавами, все такое. В общем-то, я тогда и была совсем-совсем новичком. Именно в вязании кофт и тому подобного. Получается, это уже 5-й выпуск. Можно посмотреть. 6-го, значит, у меня нет. 7-й выпуск. 9-й потом следует. Так. Хорошо, конечно, это бы как-то, наверное, под пресс положить. Я не знаю, почему такое случилось. У меня эта папка всегда в одном и том же месте лежала. Так, в общем, это, я так понимаю, 1-й выпуск. Здесь по шитью, платье. Показано, как делать. Выкройки я не помню, здесь у меня или где-то в другом месте. Надо смотреть. Это мы просто так вот листаем. Такая болталка. Выкройки, в принципе, я сама умею делать. Я в основном этот журнал покупала именно не из-за шитья, а как раз-таки по вязанию. Потому что мне хотелось научиться. Мне мама, основы показала. И, конечно, вот хотелось тут еще поучиться. Тут вот как устроена машинка, все такое. Новичку это очень хорошо, полезно.
И это я пропускала все мимо, потому что я и так это знаю. Тут мне ничего нового не могут рассказать. А вообще же мне очень нравится, кстати, такой вот формат в папке на листах, именно вот конкретно по рукоделию, потому что можно открыть, достать необходимый лист, не таскаться там с журналом. Это очень здорово. Сейчас я как-то к этому уже не присматриваюсь, даже вот по вязанию, потому что, ну, смысла нет. Сейчас все же на Ютубе, все полно мастер-классов. То есть, если даже чего-то не умеешь, научат. Ну, то есть тут я, видимо, сначала по шитью складывала, даже не по выпускам. Да, наверное, я... Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Здесь, видите, вкладыши были, пошив одежды там, ну и так далее. И я таким образом все и раскладывала. Ну, по-моему, так оно и задумывалось. То есть не по выпускам. То есть вначале вот эти первые листочки с анонсами, чтобы было проще, типа а-ля оглавления. И потом вот такие вкладыши давались. И вот в начале тут про ткани, про все. Собственно, это очень важно. Я помню, как пытались защищать этих ивановский трикотаж швей, когда, в общем-то, приходят людям полотенца криво сшитые, вафельные, и некоторые люди умудрялись говорить, что вафельная ткань, она в принципе такая, что ее невозможно ровно прострочить. Для меня это было прям откровение. Вот у меня здесь занавески висят, они, знаете, идеально ровно прострочены, сшиты очень-очень давно мной. И как-то вот сколько уже стирок, ничего не делается. И с шифоном я как-то работала. И тоже все в порядке. Так, теперь идет вязание спицами. Да, у меня где-то сохранились вот эти все пайетки, которые давались. Можно, собственно, сделать такую кофточку, по идее. Но мне просто, наверное, все равно уже не актуально, потому что я даже не знаю. Не, ну у меня есть и брючки и прочее, но я себя не ассоциирую с такой сейчас одеждой. Вот, а так у меня и пряжа подходящая есть. Тут вот набор, закрытие петель, все такое. Детский свитер. Ну вот это прикольно. Даже, может быть, и можно связать. Потому что вот это можно и со спортивными брюками носить. Может быть, даже и присмотрюсь, если захочется связать что-то вот такое. Тут вот размеры. Ну, правда, да, размеры с 44 по 48. Это немножечко не на меня. Ну, это мягко говоря, немножечко, потому что у меня 40, максимум 42. Ну, в
в принципе, уменьшить можно. Вот еще рассказывается о технике patchwork. Шарфик. Ну, шарфы, кстати, я тоже не ношу, не люблю. Джемпер реглан. Как собирать изделия. Обработка концов, вшивание рукавов. То есть все тут в этом журнале подробно рассказывается. Как убавлять и закрывать петли. Ну вот иногда я сейчас все-таки хожу в джинсах. Можно такой топ сделать. Но это явно не мое. Тоже тут прибавления с накидом, множественные прибавления. Так, тут тоже еще вязание спицами. Фигурное прибавление петель. Даже вязание по кругу имеется. Ух ты, я даже, по-моему, видите, как вставляла и не разделяла особо многие. Ну, то есть, если тема мне была неинтересна, я ее как-то так. Но вот это надо и поучиться. Тут вот где о круговых спицах, пожалуй, почитаю потом. Такой свитер, пожалуй, но только без цветов, конечно, вполне можно сделать. Ну, возможно. Более-менее близко. Хотя спортивные костюмчики, конечно, все равно гораздо удобнее. Кромочные петли. Надо так аккуратненько уже наконец-то разделить. Вот, наверное, поэтому у меня так все и получилось. Все-таки нужно каждый лист разделять. Сейчас пытаюсь аккуратненько разделить. А может быть, уже ладно, не стоит. Болеро. Основы вязания жгутов и кос. Но вот какие-то вещи мне были на тот момент не совсем понятны. Я в основном там косы, это я научилась уже на ютубе вязать. И вот надо будет почитать, как оно мне сейчас, это объяснение будет. Вот этот джемпер очень даже неплохой. А дальше идет вязание крючком.
Я вообще, ну, как я уже рассказывала, конечно же, и спицами, и крючком вяжу, но почему-то спицами я всегда любила больше вязать, а сейчас я как-то заинтересовалась в том числе и спицами. Тут тоже, вот видите, и сумка. Также для тех, для кого это в новинку, и как держать крючок, нитку, воздушные петли, ну вот все вот эти вот, да, основы. Столбик без накида, полустолбик. В целом топ, конечно, вот этот красивый. Шапочки. Ну, у меня примерно такая же шапочка, только там еще такой отворот и поинтереснее рисунок. Вот что меня тогда захватило, это всякие шали с цветочными мотивами. И я помню, себе делала шаль. Вот. И делала на заказ. И у меня еще одна незаконченная шаль. Вот, собственно, я делала по вот этим урокам. У меня одна на продажу пошла даже вот такого цвета. Ну, соединяла я по-своему. Но здесь вот, как видите, все это показано. Тоже кофточка миленькая. Тут еще и сумочка. А вот пончо это даже интересно. Хотя опять это все больше к джинсам, конечно. Я помню, когда-то еще носила юбки и так далее, потом плотно на джинсы перешла и думала, всю жизнь их буду носить. Но в итоге дошла до спортивных штанов и все. Столбики с накидом тут уже идут. С 3 накидами, с 2. Такая кофточка. Прибавление петель. Ну, в общем, все, что необходимо. Да, я вот спицами одну как раз-таки там странички не хватает одной. Прибавление петель, множественные ступенчатые прибавления в конце ряда и плавное прибавление в начале и в конце ряда. Дальше идет вышивка. Тоже тут вот рассказывается, как все делать. Вышивка в свободном стиле. Тут и схема дана. Вот помню, меня вот это очень прям захватило. Я сделала для дома салфетки, потом я сделала на подарок целый набор. Вот это я помню, мне очень понравилось. Я прям в восторге была. Ну, я использовала машинку. На машинке вышивала.
что тут еще? Гобеленовое шитье. Смотрите, какая прелесть саше, вышитая крестом. Вот, кстати, хорошая идея, хотя, слава богу, у меня моли нет. Я даже удивилась, столько лет лежала в икеевских чемоданах пряжа, и абсолютно разная. Там и стопроцентная шерсть, и вот для валяния. Я прям даже удивилась. Ух ты, вешалки вон какие красивые. Милота. Дальше вот для дома идет. Ну, это вот уже, как я понимаю, лоскутное шитье. У меня, кстати, есть еще книги по лоскутному шитью. Как-нибудь с вами обязательно полистаем. Дорожка с аппликациями из фетра. Напольные подушки тоже, кстати. Ну, у меня есть кресло-мешок, но у меня еще много шариков запасных. Занавески красивые, особенно если какие-нибудь в серую клеточку, например, сделать. Будет прикольно. Ну, тут вот все дано. Идеи для подарков. Птички вот можно сшить. Подставка для украшений. Ажурная кайма для полотенец. Тоже как вариант. Ой, какая прелесть, клетчатый мишка. Вообще, конечно, милота. А дальше аксессуары. Роза для корсажа. Меховая сумка. Да, вот здесь в конце уже идут всякие... не в конце даже. В общем, здесь выкройки, которые давались. И я еще собирала, видите, журнал «Волшебный клубок». Тоже, видимо, не все, может быть, что-то так. Я даже про это забыла. Тут пальто. Спицы номер 8 идут здесь. А интересно, какой размер? Что-то я не вижу. Кстати, 40-й размер идеально. Мой размерчик. Вполне можно сделать. Так, а здесь что? Минутку. А здесь вот так лист раскрывается. Хорошая идея. Мне нравится. Здесь вот тоже все показано, как делать.
Так, что у нас тут? Ну, сама кофта неплохая, но кроме этих висюлек, конечно, это, как по мне, не очень практично, но это на мой вкус. Такой топ, вот он здесь поближе. Так, дальше. Вот эта кофточка. Это уже детская идет. Клубок. Кстати, я же, получается, ошиблась. Я оттуда ничего не вытаскивала. Я вот отсюда вытащила. Вот эту кофточку, я по ней много чего связала. И с мохера, и из акрила. Это 97-й номер. Вот, да. Вот, кстати, такая кофта у меня есть, но можно связать. Ну, размер 42, это как бы нормально. Красиво. Тоже очень неплохой журнал и довольно простые описания. Вот раньше бы мне все эти кофточки вообще идеально бы зашли. Сейчас все больше совсем спортивный стиль. Тут вот мужской свитер есть. Детский трикотаж. Так, ну это что-то... Какой-то был вкладыш, видимо. Номер 100. Ну, тут тоже что-то давали. Я, в общем, не помню, где что конкретно предлагалось. Где-то вот, по-моему, здесь, может быть, нитки. Юбка и шарф. Ну, я юбки вообще не ношу практически. Вязаные тем более. Ну, а так, да. Топ и палантин. Вот такой вот. Угу. Что тут нам предлагают? Жилет и сумка. Мини-пуловер. Сумочка. Ну, в целом, конечно, красивый комплект. Это опять же идет детский трикотаж. Так, что это у нас? Давайте почитаем. Одеяло, пинетки и шапочка. Ну да, кстати, пинетки симпатичные. Тут снова какая-то реклама давалась. Вообще, я думаю, надо ее отсюда вытащить. Вот у меня 10-й выпуск креативного рукоделия. Я его по ходу действия даже не разбирала. Ну, давайте полистаем вместе с вами. Как всегда, содержание.
По пошиву одежды предлагается льняное платье без рукавов. Я помню, что это был то ли 10-й или 9-й год. А надо посмотреть для интереса. Здесь где-нибудь сказано, какой год. Вообще очень странно. Здесь указан 2006 год, но это точно не 2006 год. Я покупала это в 10-м или в начале 11-го года, вот в обычных ларьках. Очень странно. Утюжные приспособления. Ну да. Ну да, как правильно утюжить, все дела. Брюки. Здесь уже вязание спицами идет, жаккардовый жакет на молнии. Летний свитер в стиле пэтчворк. Ажурный палантин. Я вот не знаю, скорее уже не в этом видео, а как-нибудь обязательно покажу вам шаль, которую я делала. Ну, у меня где-то фотки, у меня с этой шалью такой салатовой, у меня много фоток ВКонтакте добавлено, можно посмотреть. Тут вот аппликации, идеи для дома. Вот идеи для дома — это хорошо. Саше и декоративные шары. Как сделать подарочный набор. Ну, вот такая папочка у меня есть. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, хорошего настроения, творческого вдохновения, уютных вязальных, вышивальных, раскрашивательных, швейных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.